Ты знаешь, что 70% романов, 40+, начинается с чатов, с переписки? Ну, с кем? С чужими людьми, с соседями, может быть. С друзьями, правда? Как в этой песне «Дружба начинается с улыбки». Теперь, наверное, дружба начинается с чата. Невинная переписка, на первый взгляд, поиск поддержки, участия какого-то, понимания. И когда, если ты женщина, например, и твой муж с кем-то общается, с женщиной, и он говорит: «Это мой друг». Вместо того, чтобы сказать о чем-то тебе, твой муж говорит кому-то: «Знаешь, она меня не понимает». С этого все начинается. И хорошо, когда друг помогает и даст совет, поддержку, скажет: «Все, крепись, ты вот это, все будет хорошо». Начало так тоже неплохое. А вот дальше ситуация развивается несколько иначе. Разговор, другой, третий. И тогда твой муж вместо того, чтобы поговорить с тобой о чем-то, он думает: она меня не понимает. Но есть та, которая меня понимает. У меня есть друг. И он ей пишет или звонит, и изливает душу, и да, как я тебя понимаю. Ну что? Хорошая книга. Вообще шикарно. Что-то я зашла, ты в телефоне сидела, не в книге, когда я зашла. С кем переписываешься? С другом. Скажи мне. Зачем? Я что, не имею права на личное пространство или что? Просто мне интересно. Тем более, раз с другом, там нет ничего такого. Покажи мне. Просто покажи мне сюда свою переписочку. Ну зачем? Слушай, если я сейчас приду и скажу: «Давай твой», я сейчас открою. Ну и что, я тебе дам свой телефон, разблокирую его. Это что такое? Ты считаешь это нормально? Ну, с тобой же не могу нормально поговорить. Проходит еще несколько звонков. А потом друг говорит: «Слушай, а давай вот посидим вот в кафешке, и я тут могу помочь тебе. У меня есть пару советов для того, как тебе быть счастливым со своей женой. Я тебе расскажу». Ну и так далее и тому подобное. Ну и наоборот, если ты мужчина смотришь, и у твоей жены есть друг хороший, который, возможно, он специалист в чем-то, и она к нему обращается за какой-то помощью в каких-то работах, в каких-то сферах. Вот аналогично. Что я хочу сказать, что измена начинается обычно с дружбы. Это, наверное, первое, что хотелось бы отметить. Второе, то, что она обычно начинается с безвинной, даже хорошей, казалось бы, переписки, поддержка помощи, какие-то советы. Поддержка помощи звучит странно. Поддержка, помощь. Вот, ладно. Вместо того, чтобы общаться с партнером, с мужем или женой, один из этой парочки обращается, условно, налево. Он обращается за советом к другим. Он может излить душу другому, не тому, кто с ним рядом. И кто-то находится ближе. Ближе. Почему я эту тему затрагиваю? Потому что получил много обратной связи по предыдущему видео. Она у меня здесь, наверное, закреплю ссылочку сверху. Вот, да, там где-то. Можете перейти посмотреть. Все не так просто. То есть эмоциональная измена – это уже измена, которая, добром не закончится. Я просто прошел вот это. Когда все сложно, и первое желание, и что ты делаешь, ты пишешь не жене. На самом деле, могу сказать так, скажем, из своей прошлой жизни, когда были сложности в семье, и я не знал, что делать, мне было проще спросить совета у друга. Переписка сама по себе – это не проблема. Проблема, когда чат заменяет постель.
Да, может быть, без тела. Но когда кто-то становится тебе ближе жены или мужа, и если у вас есть накал отношений, и вы уже не можете делиться друг с другом самым сокровенным, возможно, твой партнер или партнерша уже вот на этой стадии, когда есть кто-то другой ближе. Возможно, даже скорее всего, это неосознанно. Твоя половинка искренне ищет помощи на стороне, общается, даже не помышляет о какой-то физической измене. Она искренне думает, что все, сейчас вот мне тут, я выскажусь и залью душу, мне помогут, мне вот это. После разговора с кем-то становится легче, отпускает. Я проходил просто сам стадию такую, и могу сказать, что когда сложности в семье, и ты с кем-то, неважно, мужчина или женщина, делишься болью своим переживанием, конечно, тебе легче, но потом есть опасность, что это заведет тебя не туда. И я хочу сказать, что если ты имеешь сложности сейчас в семье, и ты чувствуешь облегчение, или ты понимаешь, что твой муж или жена с кем-то общаются, и друзья им помогают, и тебе даже могут выговаривать это, что вот мне друзья, вот если бы не они, то у меня с тобой было хуже, мне там советуют как. Осторожно, осторожно, дружба – это классно. Дружба – это шикарно и здорово, когда у вас есть друзья, с кем вы можете общаться. Поэтому вопрос отсюда следующий вытекает. А может ли быть дружба мужчины и женщины? Я всегда думал, что можно. Всегда. Все годы, мне вот скоро будет 49, и из них больше 40 лет я думал, что дружба между мужчиной и женщиной – это нормально. Сложности есть. Ну и что? Никаких личных симпатий мужчина-женщина. Просто человек, который тебя понимает, с которым ты можешь поговорить, который поддержит тебя, скажет, да, вот это. То есть все, конечно, нормально. Но на сегодняшний день я хочу сказать, друзья, кто смотрит это видео, если вы считаете, что я не прав, напишите мне, скажите и обоснуйте. Даже можете комментарий, в принципе, оставить обоснованный. Я на него отвечу в последующем видео, которое буду записывать. Но я вот что считаю, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной, если кто-то из них женат или замужем. Абсолютно не может быть. И некоторые форматы лично в моей жизни мне пришлось переиграть свои отношения с некоторыми людьми. У меня были хорошие друзья, есть хорошие друзья, и мужчины, и женщины, и все хорошо. Но в каком-то моменте я переключился полностью. Уверяю вас, что это стоит сделать каждому. Что друга может быть только мужчина у мужчины, у женщины женщина. А если это жена друга, то это жена друга. Если это муж подруги, то это муж подруги. Это не твой друг. Все просто. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть я не говорю о умышленном чем-то. Я говорю о искренности. Когда ты просто дружишь с человеком, ты мужчина, она женщина, или ты женщина, а он мужчина. И никакой нет подоплеки, нет ничего такого, чтобы было такое технично-физическое отношение. Нет, я не об этом. Я имею в виду о настоящей дружбе, когда просто друг и все. И вот я хочу сказать, что, друзья, увы, не должно быть такой дружбы. Рано или поздно это приводит к плачевным результатам. Загляни-ка в свой телефон, посмотри свои чаты, проверь себя, вот честно, для себя. Не надо для кого-то, для жены, для мужа, для Бога, для себя. Проверь, на какой стадии ты сейчас. Посмотри, с кем ты делишься чаще радостями, проблемами, мечтами, вызовами. С кем? С другом? И если ты увидишь, что дорожка заводит не туда, если ты увидишь, что ты больше говоришь о проблемах, обо всем делишься сокровенным не с любимым человеком, не с мужем или женой, можно вот так только вздыхать. И хочу сказать тебе, пока не поздно, тормози, разворачивайся, и дуй назад. Не позволь себе разрушить брак, потому что кроме
ну, проблем ты ничего не получишь. Очень редко, чтобы все закончилось хорошо. Это скорее как исключение. Поэтому, если ты понимаешь, что все-таки для тебя есть кто-то ближе, родной половинки, с которой вы дали обещание любить друг друга вечно и все такое, надо разворачиваться. Ну, и тогда хорошо. красиво в кадр Да, я повесить. тогда сажусь, типа делаю вечера, я такая ничего не знаю, такая, Да. с кем переписываешься? Давай. Либо просто типа обычно, это по работе. Глянь, там записываться. Я не нажал на запись. Да. Угу. Артистка капец. Крутая. Настюш, ты шикарная.